О да, Blender. Мед для ушей. Услышав это чудесное слово, браузеры переходят в режим инкогнито. Но нас это не остановит, ведь любое приключение должно начинаться с блендера. Открываем наш любимый блендер и начинаем делать подопытного персонажа. Персонаж будет абсолютно примитивным, поэтому если будете его делать, то можете не повторять действия один в один. Работу функций моделирования я не буду пояснять, потому что это база. Ее нужно и так знать. Создаем сферу. Я подобрал оптимальное значение, это 12 на 8. Дублируем сферу. Эта сфера будет волосами персонажа. Увеличиваем ее. В виде сбоку переходим в режим моделирования и отсекаем всю нижнюю часть сферы. Делим полусферу пополам. Это будет челка и задняя челка. Передняя челка должна быть больше задней, поэтому подгоняем размеры. Берем нижние ребра задней челки и экструдируем их вниз. Получаем нормальные волосы. Масштабируем их и подгоняем положение, чтобы они смотрелись ровно. Далее создаем цилиндр. Это будет наше тело. Количество граней не имеет значения. Я делаю 12. Опускаем его примерно до нижней части туловища. Верхнюю крышку поднимаем до уровня шеи и уменьшаем. Нижнюю масштабируем по горизонтали, чтобы придать ширины персонажу. В виде сбоку отодвигаем немного назад, чтобы выделить попу. Создаем еще один цилиндр. Это будут ноги персонажа. Опять же, количество граней не имеет значения. Я же делаю 8. Перемещаем цилиндр примерно к тому месту, откуда растут ноги, и начинаем вытягивать нижнюю крышку до нужного размера. В виде сбоку смещаем ноги так, чтобы от верхней части головы до нижней части ног можно было провести линию. Применяем трансформ, после чего добавляем Mirror. Дублируем ногу, поворачиваем ее на 90 градусов. Ставим примерно туда, где должна быть рука. И применяем трансформ. Немного сужаем и укорачиваем верхние ноги. Персонаж выглядит скучно. Добавим воротник. Для этого создаем еще один цилиндр. Перемещаем его туда, откуда обычно растет воротник. Я решил добавить в воротник две дырочки. Простите, отверстия. Но они не обязательны, как и сам воротник. Оцениваем общий вид. До AAA немного не дотягивает, ведь у нее нет глаз и рта. Добавим недостающие элементы. Для глаз создаем куб. И превращаем его в треугольную призму. После чего пытаемся подогнать глаз так, чтобы он выглядел неплохо. После чего применяем трансформ и добавляем Mirror. Естественно, треугольник использовать не обязательно, можно взять и другие фигуры. То же касается и рта. Создаем куб, добавляем вертикальный луп и сливаем верхние ребра в центре. И снова получаем треугольную призму. Двигаем вершинки и спереди, и сбоку. И получаем какой-то рот. Опять же, не обязательно делать такой же рот. Для нашего проекта воротник, глаза и рот – это просто декоративные элементы. Можно их вообще не делать. Персонаж все еще выглядит скучно, поэтому создаем очередной куб. Это будут рога. Делаем несколько раз экструд и сливаем последний полигон в одну точку. Пытаемся вставить эти рога туда, откуда они обычно растут. В дальнейшем на рога никаких планов нет, поэтому они тоже являются чисто декоративным элементом. А еще они фигурируют в названии сериала. Добавляем Mirror и применяем трансформ. Можно наоборот. Вот теперь совсем другое дело. Не стыдно даже коту показать. Создаем очередной куб размером 150 см. Это рост персонажа. Выбираем все, кроме куба, и начинаем масштабировать под размер куба. Далее перемещаем персонажа в начало координат. Проверяем положение и спереди, и сбоку. После чего применяем трансформ. Далее переходим к волосам. Подправляем форму волос, если что-то не нравится. После чего в режиме моделирования начинаем отсоединять плашки. Смещаем 3D-курсор в начало плашек. И начинаем немного масштабировать волосы относительно 3D-курсора, чтобы создать небольшой хаос. К задним волосам добавляем луп, после чего повторяем все то же самое, что делали с челкой. Волосы не являются декором, нам нужны плашки. В движке мы будем играть с ВПО, то есть будем анимировать волосы без костей. Вот только прошлый я не знал, что мы не доберемся до ВПО за 12 серий.
Правим форму волос, если что-то не нравится, до того состояния, когда начнет нравиться. После чего берем начальную точку у челки и опускаем ее, чтобы волосы не летали в воздухе. Оцениваем, что получилось. Глаза есть, рот есть, а это уже пахнет AAA. Чего-то не хватает. Не хватает палки-стрелялки. Создаем цилиндр на 8 и начинаем производить различные манипуляции. Оружие предположительно будет стрелять снарядами по дуге. Очевидно, что оно тоже не является декоративным предметом. Пока палка находится не в начале координат, применять трансформ нельзя, иначе сбросится пивот, и его придется устанавливать заново. В результате несложных манипуляций получаем двузубец. Сбрасываем положение двузубца на Alt-G. Выделяем все и применяем трансформ. Проведем оптимизацию нашего персонажа, чтобы в движке ничего не лагало от лишних полигонов. Делать это не обязательно. Отодвигаем рога, удаляем скрытый полигон. Возвращаем рога на место с помощью Alt-G. Проделываем то же самое с руками, ногами, глазами и ртом. Если вы из тех людей, которые требуют копейку сдачи при покупке за 99,99, то полигоны на затылке тоже можно удалить. Волосы закроют дырку. Простите, отверстие. Возможно, есть еще места, на которых можно сэкономить. Например, нижняя часть головы или верхняя крышка тела. Вносим последние правки, чтобы выглядело красиво. Крутим-вертим, сохраняем. Далее накидываем автосмус на 60. Для двузубца лучше взять значение ниже, например, оставить 30. Можете менять вручную. Я же буду делать только необходимый минимум, чтобы не захламлять видео ненужной информацией. Мы закончили, персонаж готов, только сетка. Начинаем работать с материалами. Переднюю челку сливаем в один объект. Даем ему имя и делаем префикс SM, что означает Static Mesh. Добавляем материал. Тут имя не имеет большого значения. Точно так же сливаем заднюю часть волос, присваиваем материал и переименовываем. Порядок действий не имеет никакого значения. Остальные объекты называть никак не будем. Мы их сольем в один, поэтому создаем только материалы. Создаем материал для кожи. Для наглядности включаем режим Material Preview на Z, чтобы видеть цвета материалов. Устанавливаем какой-нибудь цвет для материала кожи, затем выделяем руки и указываем этот же самый материал. Далее по тому же принципу создаем материал для остальных частей тела. Как вы, наверное, поняли, мы не будем использовать UV, потому что UV это долго, это скучно, это нудно и большого прироста красоты мы от этого не получим. Лучше потратить это время на что-то более полезное. В самом движке мы это перекрасим в нужные цвета. Сейчас самое главное распределить материалы. С материалами мы тоже закончили. Сейчас внесем последние корректировки и перейдем к ригу. У нас остались объекты с модификатором Mirror. Надо их найти и применить этот модификатор. Либо можете просто сделать конвертацию в мышь. Если умеете, конечно. Когда закончим, отодвигаем волосы, чтобы их случайно не слить. Выделяем персонажа и сливаем его в один объект. Даем префикс SK, что означает Skeletal Mesh, то есть mesh, у которого будет скелет. Возвращаем волосы. Даем нормальное имя оружию через SM, то есть Static Mesh. Все, персонаж готов к ригу. Создаем арматуру. Меняем отображение костей на что-то нормальное, то есть stick. Включаем names и infront. Переименовывать скелет не обязательно, это нам ничего не даст. Конец первой косточки устанавливаем в районе паха. На E экструдируем вторую косточку до шеи. Относительно этой точки будет вращаться голова. Косточку на теле через F2 называем body. Косточку головы называем head, а первую косточку просто удаляем. Можно назвать root, но она нам не понадобится. Из шеи вытягиваем косточку в начало руки. Затем вытягиваем еще одну косточку по оси X в конец руки. Первую косточку удаляем, она нам не нужна. Вторую называем hander. Видя сбоку, подправляем эту косточку. Повторяем действие для костей ног, также вытягивая первую косточку из шеи. Затем по классике удаляем первую косточку, а косточку ноги называем leg R. Выделяем все кости скелета, нажав A,
и применяем Symmetrize. У нас создадутся кости на другой стороне. Скелет готов. Остался проклятый скиннинг. Выбираем сначала Mesh, затем скелет. Обязательно в таком порядке, иначе менюшка не появится. Нажимаем Ctrl-P и выбираем With Automatic Weights, чтобы веса распределились сами. Проверяем. Руки-ноги работают как надо, а голова тянет за собой тело. Переходим в режим моделирования и выделяем все полигоны тела. Затем переходим в режим покраски весов и включаем кнопочку, которая ограничит зону покраски весов теми полигонами, которые мы выбрали в режиме моделирования. То есть ранее мы выбрали тело. Делаем Set Weight. Это заливка веса. Сейчас у нас указан вес 1, то есть все зальется весом 1. Но так как мы ограничили зону покраски, то зальется только тело. После этого нужно сделать нормализацию. Нормализация нужна для правильного распределения весов. В сумме вес всех костей, которые влияют на вершину, должен составлять единицу. Но так как мы сделали заливку на 1, и кость головы тоже имела какой-то изначальный вес, допустим 0,25, получилось, что мы вышли за предел единицы. Поэтому нужно делать нормализацию. Она работает относительно той кости, которую мы выбрали. Если мы выберем кость тела с весом 1 и сделаем нормализацию, то все остальные косточки получат вес 0, чего мы и хотим. Если же мы выберем кость головы с весом 0,25 и сделаем нормализацию, то кость головы так и останется 0,25, а кость тела заберет себе оставшиеся 0,75, и мы вернемся к тому, с чего начали. Я так не хотел про эту нудятину рассказывать, но вдруг кто-то этого не знает. Теперь знает. Все-таки скиннингом не все занимаются, в отличие от моделирования. Проверяем остальные косточки. В моем случае шея почему-то осталась без какого-либо веса. Повторяем действие. В режиме моделирования выбираем шею, после чего переходим в режим покраски весов. Включаем ограничитель, выбираем кость тела и делаем заливку с помощью Set Weight и еще на всякий случай нормализацию. Проверяем, как оно выглядит. Выглядит плохо, поэтому переводим большую часть веса на кость головы. Для этого выбираем кость головы, уменьшаем вес до 0,75, делаем заливку и нормализацию. Проверяем. Все еще плоховато, но уже лучше. Повышаем вес до 0,85. Делаем повторную заливку и нормализацию. Проверяем. Идеально. Все, мы закончили скиннинг. Персонаж готов. Но внесем несколько правок. Добавим что-то типа тату на лице. Выбираем ребра с двух сторон и делаем небольшой бевел. После чего добавляем слот для материала на плюс и сам материал на new. Называем тату и нажимаем Assign. Готово. Далее переименовываем тату в тату. Я повертел персонажа и нашел пару недостатков. Ранее, в порыве одержимости оптимизацией, мы удалили крышку с внутренней стороны руки. Как говорится, скупой платит дважды. Поэтому возвращаем крышки для правой и левой руки отдельно. Если опустить руку и вложить двузубец, то он будет врезаться в волосы. Поэтому удаляем нижний слой волос. Поднимем немного начало ног, как у Мэша, так и у скелета, чтобы движения выглядели более элегантно, как будто ноги скрыты где-то там внутри юбки. И последнее, но не менее неважное, удаляем крышку у цилиндра тела, затем выделяем нижнюю часть головы и ее тоже удаляем. Круто, ачивку выбили. По итогу получаем плюс-минус 700 треугольников. Персонаж готов к экспорту. Мы совершили мелкие ошибки, но сейчас решать не будем, иначе вы не поймете их смысла. Если вам было сложно, то вы теперь знаете, какие темы вам стоит подтянуть, потому что мы сейчас сделали только самые базовые вещи. Ну, кроме скиннинга. Он сам по себе конченый. Может, получилось не очень, но зато никто не скажет, что это ИИ.